Здравствуйте, мы на заключительном этапе ралли-спринта 23 года. Призеры все уже известны, я пока говорить не буду, единственное, кто где. Я единственное скажу, что я сегодня могу помешать Audi, очень сильному сопернику, занять третье место. Если я его сегодня обгоню, тем самым у меня получится победа на этапе, на этом этапе. Следовательно, Audi не займет третье место. На прошлом этапе Audi обошла меня. Опа, через бруствер. Ну вот на таком джипе надо гонять. На прошлом этапе Audi меня обошла. Я вел все 4 заезда. В 5-м меня Audi опередила. И по общему времени всего на 0,1 секунду. Обидно, досадно, поэтому сегодня я зол. Но сегодня очень скользкая дорога, я эту дорогу ненавижу, мы по ней уже ездили, ездим мы по ней уже 4-й раз. Меняется только направление движения. Сегодня очень скользко. Вылетов мало, потому что все осторожничают. Но тем не менее, топовые пилоты показывают очень малое время прохождения круга. Я даже не знаю, как не ехать. Тренировочный я приехал, выскочил где-то, с траектории вылетел, скользко очень. Сейчас чуть подкатали, но тем не менее. Ломать ничего не хочется. Причем тут есть колея, где можно не только что сломать, а даже рычаг, я думаю, где-нибудь повредить. Тут сами видите, как машина стартует. Даже я не знаю, сколько мне, 30 секунд брать или поменьше, побольше. Рейндж поехал. Да подожду, наверное, минут. Так, мы едем 30. На втором месте, я на первом, Audi на третьем. Audi проигрывает 3 секунды мне. Цель победить сегодня Audi. Спать охота, капец, солнце вылазит, вообще не в тему. Блин, как не уснуть за рулем, а надо ехать быстро. На следующий еще заезд самый быстрый. Можно 30 секунд, да? Нормально так, ровно едет. Так, тут сильно не надо газовать. Вот она золотая серединка, но за рулем один не успел. Все, поехал. Скользкие повороты.
сам себя на кинул с траектории. Все понятно. Этот поворот вообще сказочный. Мне кажется, Форик меня иногда шлет на. Говорит, куда ты топишь? Так, тут поворотик у нас. Тут у нас, конечно, стоит фотограф. А мы замедлились писец. Блин, я очень долго еду. На самом деле. Есть где добавить, но я не знаю, как это сделать. И в результате мы теряем драгоценное время. Так, сейчас вот тут еще вот это вот. Которую, на удивление, проехал нормально. Ого. Там колеи неплохо накатали. 111 градусов. Масло в глазах позеленело от этого солнца, которое вылезло. Так, ладно, поехали что-нибудь купим поесть. 5 литров топлива нахрен. Так, заезд номер 3. Сейчас будет наш самый быстрый заезд. Audi после второго заезда пришла первая. Я ей проиграл секунду. Секунду и 1/10. То есть тем самым он отыграл секунду и 1/10. Между нами 1,8 секунды. Я допустил ошибки 3 или 4 за время заезда второго. Сейчас буду стараться их не допускать. Ну, соответственно, Audi, я так понимаю, после следующего заезда должна где-то сравняться, либо обойти меня. Range Rover 3. Не удержался он на втором месте. Я пока на первом держусь. Блин, так охота ее победить, если честно. Солнце вылезло вообще зря. Глаза все зеленые от этого снега. Смотри, как быстро едет. Форик едет. Вот потом по таким траекториям и тебя выносит по колее. Не везде, но иногда да. Обидно. Раньше на 3-м месте. Самый быстрый заезд. Куча дури на хорошем зацепе. Так, я в 0 еду. Даже на кочку наехал, прикиньте.
Вот это поворот. Так. То, что у нас газ. Вот этот поворот вообще космический. Спокойствие. Range Rover тут расчудил. Похоже, что да. Ну вот не пускает меня что-то, душит. Не хочет форик ехать. Прям как будто 150 сил вместо... Мимо колеи. Чего он мне газ не дает? Весь заезд еду без газа практически. Какая-то супер яма. Долго. А, вот он. Супер колея. Супер. Да, колея опасная штука. Бензин уходит по 5 литров за один заезд. 3,59,8. 0,1 потихоньку. Audi опять первый 0,7 секунд отыграл. Блин, ну вот не было чувства легкости вообще. Машина не хотела ехать. Я не знаю с чем. Вот она как будто один глюк поймала где-то в повороте изначально. Вот после вот этой прямой. Как будто так с глюком и ехал. Не раздувался. Не было легкости. Audi опять первый. Постепенно он меня съедает. То есть еще один такой заезд. 1,1 секунды. Отрыв от Audi. Кстати, финишный створ кто-то снес. Ну там такой ров крутой. Заезд номер 4. Range 3. Audi 2. 1,1 секунда.
По идее, сейчас он должен еще где-то на полсекунды ко мне приблизиться, если все по сценарию тому, который развивается. И в пятом опять обойти, да? Ну, не знаю, не знаю. Я против. Я не намерен сдаваться. Как мне его, блин, обойти, не знаю. Ошибок он не совершает. Он, наоборот, только напирает. Вкатился с разгона. Так, тут все выключено. Я еду в 30 минут. Секунд. По такой теме мы в тот раз и ехали. Вмешалась электроника. Ловим колею. И проехали мимо. Сейчас поборол электронику Кора. Просто дунул через не могу, но опять он его держит, притормаживает. В пользу Audi все это. Так, вот тут я, насколько помню, будет сейчас жесткая колея. Ага. Что-то куда-то мимо мы поехали.
Можно было чуть-чуть быстрее, чуть-чуть. .357. Интересно, что он ответит Audi. Фига, Audi 4.05. Перед пятым заездом у нас будет с Audi 8 секунд разрыва. Для него, в принципе, отыгрываться, но тяжело. Ехал, я старался много скорости не вести в поворот, то есть цепляться за внутреннюю часть. И время стало лучше. Это наш крайний заезд в этом сезоне. И получается, что Audi проиграл мне в предыдущем, в 4-м заезде 7 секунд. Плюс секунда была, итого 8 там и 8, что-то такое, почти 9 секунд. После этого он припарковался, что-то там постоял, подъехал к главному организатору соревнований, что-то там с ним поговорил, и со психу куда-то рванул. И вот до сих пор Audi нету. Рванул так, как будто он приехал на драг-рейсинг. Очень неприятно, но похоже, он уехал. Как это понимать, я не понимаю. То есть не захотел проигрывать, да? Типа сошел. Или понял, что не отыграет. Я напоминаю, борюсь за то, чтобы Mitsubishi занял 3-е место. Range Rover на 2-м месте. И 11 секунд. Он сейчас типа погнал по полной. Блин, косовато я заехал, но ничего. Так, я в 0 еду. Audi по-прежнему нету. У меня уже не первый раз мои циферки. Вот я о чем и говорил. Не первый раз уже цифры, я еду на 0, а они почему-то зеленые. Попал. Тут сейчас запросто может с колеи куда-нибудь выкинуть. Затормозился. Самолет заходит или взлетает, непонятно. Так, у нас сейчас еще будет противный, да? Да. Будет. Противный фрагмент будет. Вот он. Надо было бы боком сюда заезжать. Но, увы. Фига. Самолет, видите, нет? А он меня, похоже, видит.
ГГ на грани фола. И вот он, фол почти случился. Но нет, удержал. Тут, кстати, можно ехать. Зачем я так несусь, я не знаю. Здесь надо гаситься. Рейндж. Это ехал Range Rover. Масло 111. 4:00. В общем, 4:00. Куда самолет садился такой большой? Audi SQ5. Где ты? Похоже, Audi психанул и уехал. Range 2. В общем, закончился наш этап. Я на первом месте. Range Rover на втором. Эвакуатор наш на третьем. Собственно, так закончился и чемпионат весь. В целом. Награждение будет в отдельном месте, в кафе, по итогам сезона. Audi у нас непонятный поступок совершенно совершила. Сегодня Audi могла занять третье место, отобрать его у нашего эвакуатора. И Audi приехала на этап, то есть погоняться. И он проиграл в первом заезде 3 секунды. Но так как борьба у меня с ним получается плотненькая, когда он один, без штурмана, то 3 секунды это довольно-таки нормально. Но так как он очень опытный и сильный пилот, то ему 3 секунды отыграть не составит труда. Но последующие 2 заезда показали, что он смог отыграть всего 2 секунды из 3 за 3 заезда. В 4-м заезде ему надо было отыграть 1 секунду. И он проиграл еще 7 с чем-то. То есть почти 9 секунд стал проигрывать перед финишным заездом, перед 5-м. И в этот момент он стоит, думает, подъезжает к организатору, что-то там разговаривает, и потом стартует с места, как будто он приехал на драг-рейсинг. В итоге, оказывается, он сказал, что он не хочет мешать нам. Ну, то есть, забирать 3-е место у Паджеро, эвакуатора нашего. И типа он уезжает. Ну, так у нас вся борьба была на протяжении целого дня. У меня с ним. Специально, чтобы Паджеро победил. Ну, чтобы... Специально, чтобы я победил Audi, у меня был план. Я пытался сделать все, выйти из себя, чтобы победить Audi. И так продолжалось 4 заезда, и в 4-м заезде наверняка я уже победил. Потому что 9 секунд отыграть при плотной борьбе Audi может, но сложно. Скорее всего, с 90% вероятностью он бы этого не сделал. Тем более я проехал 4 секунды. Ну, проехал бы он там 57. То есть я 4 минуты, а он 3:57 проехал. Но в итоге на 6 секунд бы отстал от меня, на 5 секунд. То есть не захотел проигрывать, получается. Я вижу это только так. Короче, эта штука не понравилась никому. Ни 2-му месту, ни мне, естественно, так как я с Audi боролся. И я делал все, чтобы она не победила. Забавная ситуация. В общем, такой этап у нас, то есть такой чемпионат прошел классный. Будет еще суперфинал. В этом сезоне я чемпион. Я этого не ожидал. Я думал, приеду, прокачусь, что-то покажу. Единственное, что меня зацепило после первого этапа, то, что резина у меня Toyo.
И я все-таки купил чемпионскую резину, на которой все гоняют. Ну и, соответственно, не ожидал я, что заеду на первое место в чемпионате, но оно того стоило. Ну, за нами Рейндж едет на втором месте. Забавно, забавно. Я даже не знаю, осадок какой-то. Ну, то есть, получается, Audi проиграл мне или как? Я не понимаю, честно, что он сделал и как это воспринимать. Audi, да, серьезный соперник, сильный. Он неоднократный чемпион этого класса, да и в других классах он тоже там на аутбеке занимал чемпионские места. Но, блин, когда ты борешься, навязываешь, тебе навязывают такую борьбу в секундную. Когда ты выигрывал предыдущий этап на 0,1 секунду, радовался. Тут ты снимаешься с заезда. Типа, чуваки, да ладно, боритесь сами. За заезд до финальной гонки. Странно. Я не понимаю. Так, в общем, едем мы на награждение. Прям как если фильм Мишель Вальян смотрели, то там гонщики после гонок приезжали. Ну, естественно, там лакшери отель какой-то, и все гонщики там собирались, у них было награждение. Ну, у нас не лакшери отель, но у нас кафе. Вот едем в кафе получать награды по итогу сезона гоночного Ice Rally. Ну, бывший Ice Rally, Rally Sprint 2023.